Китайские флагманские кроссоверы сегодня – это уже отдельная история. Большие, технологичные. И самое интересное, все чаще они пытаются играть на поле, где раньше безоговорочно доминировали европейцы. Но здесь возникает вопрос, чем китайцы собираются удивлять нас на этот раз? И вот вам один из свежих примеров – Stellata G9. Сегодня, 5 августа, марка, которую создали Huawei и автоконцерн BAIC, открыла предварительные заказы на свой новый большой кроссовер. А большой он действительно во всех смыслах. Длина больше 5 метров. Внешность массивная, салон обещает быть соответствующим, а по оснащению здесь, как обычно у китайцев, есть чем заняться. Причем Stellata решила не ограничиваться одной силовой установкой. G9 будет доступен как полноценный электромобиль, так и в версии с увеличенным запасом хода. Ну и куда же без электроники? Заявлена система автономного вождения 3-го уровня. Предварительная цена около $65 200, а в продажу автомобиль должен выйти уже в 3-м квартале этого года. И вот теперь самое интересное, что именно Stellata приготовил за эти деньги, и сможет ли G9 реально конкурировать с уже известными игроками этого класса. С дизайном G9 все, скажем так, неоднозначно. Вот смотрите, перед нами огромный китайский кроссовер, а привычной для этого класса брутальности здесь почти нет. Никаких рубленых форм, острых граней, наоборот, кузов довольно гладкий. И вот эти, немного мультяшные фары на таком здоровенном автомобиле выглядят, ну скажем, мягко, на любителя. А сзади распашная дверь багажника. Плюс можно заказать фаркоп, внешний багажный модуль и всякие аксессуары для активного отдыха. И тут возникает ощущение, что дизайнеры немного посмотрели по сторонам. Где-то угадывается Range Rover, где-то свои идеи, а в итоге получилась такая автомобильная солянка. Зато с технологиями здесь все гораздо интереснее. Над лобовым стеклом установлен лидар, а за интеллектуальную начинку отвечает Huawei. G9 получил систему помощи водителю Huawei ADS-5. Здесь 38 различных датчиков и заявленный 3-й уровень автономности. Причем работает это не только на привычных городских улицах и трассах. Система рассчитана даже на грунтовые дороги. То есть китайцы явно намекают, этот автомобиль должен уметь больше, чем просто отвезти вас из дома в офис. И, кстати, сам G9 изначально создавался не только как городской кроссовер. Угол въезда 23 градуса, съезда 26, а глубина преодолеваемого брода заявлена аж до 90 сантиметров. Для большого премиального кроссовера довольно серьезно. Плюс заводская тяговая сертификация до 2 тонн, а это уже не просто положить чемоданы в багажник. Можно спокойно думать о прицепе, кемпинге или серьезном туристическом снаряжении. По размерам здесь все серьезно. 5206 мм в длину, 2050 в ширину и почти 1,9 метра в высоту. Колесная база 3160 мм. Но интереснее другое, что у него с подвеской. Спереди стоит двухрычажная конструкция, сзади пятирычажная независимая. Плюс здесь двухкамерная пневмо и амортизаторы с бесступенчатой регулировкой демпфирования. И еще один момент – подруливающие задние колеса. Они могут поворачиваться на угол до 12 градусов в каждую сторону. А теперь о технической начинке G9. И, пожалуй, именно она может стать одним из главных аргументов в пользу этого автомобиля. Смотрите сами. Все версии построены на 800-вольтовой архитектуре, а аккумуляторную систему разработала Kettle. Привод здесь исключительно полный, 2 электромотора, 217 сил спереди и еще 377 сзади. В сумме получаем 594 лошадиные силы. Причем, что интересно, эта отдача одинаковая и у гибридной версии, и у полностью электрической. Теперь про запас хода. Электрический G9 получает батарею на 120 кВт-часа и заявленный пробег 728 км по китайскому циклу. Цифра выглядит серьезно, хотя, как всегда, к реальному пробегу ее лучше воспринимать с небольшой поправкой. Ну а если идея полностью электрического автомобиля вас пока не особо вдохновляет, есть версия с расширителем запаса хода.
Здесь уже появляется 1,5-литровый турбомотор, который работает не на колеса, а фактически как генератор. Батарея 75,4 кВт-часа. На электричестве такой G9 способен проехать больше 405 км, а общий запас хода превышает 1360 км. В G9 впервые применяется система адаптивной блокировки дифференциала Huawei. Она сочетает встроенную механическую блокировку дифференциала кулачкового типа. Внутри редуктора электромотора установлена жесткая железная муфта. Причем кулачковая конструкция здесь выбрана не случайно. Она компактная, не допускает проскальзывания и спокойно переваривает огромный момент, который электромотор способен выдать практически мгновенно. Система в режиме реального времени отслеживает скорость вращения каждого колеса и при появлении признаков пробуксовки практически мгновенно блокирует дифференциал. Это позволяет эффективнее перераспределять крутящий момент в пользу колес с лучшим сцеплением с дорогой, повышая тяговые возможности автомобиля и его проходимость. Салон пока официально не показали, но кое-какие фотографии и видео уже позволяют понять, что нас там ждет. Внутри тройная экранная панель, но при этом производитель не стал полностью отказываться от физических кнопок. По материалам обещают премиальный уровень, а по посадке будет две версии на 5 и 6 мест. Причем шестиместная выглядит особенно интересно. Во втором ряду стоят отдельные кресла, вентиляция, обогрев, многоуровневый массаж и даже электрические подставки для ног. И все это, судя по заявлению производителя, уже в стандартной комплектации. Но самое необычное начинается снаружи. Для поездок на природу G9 можно оснастить встроенной палаткой на крыше. Она раскладывается и убирается одной кнопкой и при этом соединяется с салоном. А на задней двери вообще предусмотрели небольшую кухню, водонагреватель с регулировкой температуры и электрическая керамическая плита. Звучит уже не как обычный кроссовер, а как автомобиль для тех, кто любит уехать куда-нибудь подальше от города и не отказывать себе в комфорте. Пока это все, что удалось узнать от производителя. Остальные подробности, видимо, оставили на потом. В общем, Stellata G9 оставляет интересное первое впечатление. Китайцы явно делают ставку не только на мощность и запас хода, но и на комфорт, технологии и возможность использовать машину далеко за пределами города. При этом вопросов пока хватает. Насколько хорошо все это будет работать вместе? Насколько комфортной окажется машина в реальности? И главное, оправдает ли G9 свою цену? Пока рано делать выводы, но наблюдать за ним точно стоит. Спасибо, что были с нами до конца. Если видео вам понравилось, поддержите его лайком и подписывайтесь на канал. Впереди еще много интересных автомобильных премьер. До скорой встречи!